Всем привет! Частенько задают вопрос, какие сорта лучше, какие менее прихотливые, какие требуют меньше ухода. Ну, нет неприхотливых сортов, какие-то просто менее прихотливые, какие-то более. Скажем, самые неприхотливые — это лабруски с изобильным тоном, с жесткой кожей, ну, как их называют, сопля в мешочке. Сопливистая мякоть и жесткая кожа. Поэтому, ну, если вас такое устраивает, то, в принципе, это самые неприхотливые. Та же альфа, которая растет на всех подворотнях, всех заборов, которые все называют Изабелла. Ну, это самая неприхотливая. Причем она сама не болеет, но она умудряется заражать все остальные сорта винограда вокруг себя. Она как бы, на ней растет мицелий, там, милдзю, аидиума. Как он не прорастает, он не угнетает сам этот виноград. Ну, он толерантен, скажем так. Вместе с ним они сосуществуют вместе. Но при этом сам куст не заражается, но на нем это вся гадость сидит, и она ветром распространяется по всей округе и заражает все остальные нормальные, такие более-менее цивильные сорта. Технические сорта тоже, они, ну, менее прихотливые, скажем так, чем столовые. Поэтому за ними тоже меньше уход. При посадке они не требуют там каких-то жестких таких мер по яме. Там не надо, там, условно говоря, там от 60 до 80 сантиметров копать яму, там, кубическую, там, ну, условно 60 на 60 на 60. Там можно гораздо проще все обойтись. Столовые все-таки требуют немножко большего ухода. Если брать самые неприхотливые среди столовых сортов, ну, наверное, все-таки, ну, у меня лично это кишмиш гибрид 342 венгерской селекции. Он, наверное, самый менее капризный. У него есть один недостаток, это при перепадах влажности он может растрескиваться. Причем даже не столько от самого перепада, сколько от того, что это все-таки кишмиш. У него очень много мужской пыльцы, он очень хорошо опыляется, даже слишком хорошо. Гроздь получается очень плотная, как кукурузный початок, и когда ягоды растут, они давят сами себя. Соответственно, отсюда могут возникать гнили, оно очень привлекает ос, поэтому, ну, это единственный их недостаток. Но с ним тоже можно бороться. Обязательно мульчирование почвы, чтобы влага постоянно была у корней. Засушливый период, когда долго нет дождей, потом резко пошли, ну, в большинстве сортов, конечно, ягода может лопаться. Поэтому за этим надо следить, надо грамотно удобрять, надо мульчировать. Все равно нужен уход какой-никакой. Опыляется он шикарно, поэтому вот по 342-му особо вопросов не возникает. Самая классическая вот форма Аркадия, это вообще беспроблемная, по сути, форма. У нее единственное, ну, в моих условиях проблема, единственное, плоховато вызревает лоза. Но с этим тоже можно бороться, как бы есть определенные мероприятия. Но по опылению, по всему остальному она вообще шикарна. Она бесподобна, она по вкусу классная, по виду без проблем. Кадрянка тоже классика, но у него там тоже проблема созревания лозы может возникать и проблема с опылением, очень много горошения. Но опять же, это тоже красивейшая, вкуснейшая ягода. Ну, дочка моя обожает ее. И 342 она очень любит, но, наверное, кадрянку она, наверное, больше всего любит. Причем вкус у нее считается простой.
Ну, не знаю, простой, непростой, но она вот реально хрустящая, вкусная, как бы. Ну, вот могу выделить это, как бы, ну, они достаточно непроблемные, как для меня. Может, у кого-то с этим проблемы, ну, я больших проблем не вижу. Проблема единственная возникает только с созреванием лозы, что на Аркадии, что у Кадрянки. Это вот у них единственный недостаток, что у одного, что у второго. Ну, у Кадрянки при этом, при всем еще с горошением немножко вопросы. Ну, еще классические сорта у нас Алешенькин. Он считается очень болезненным. Есть у него такой недостаток. Он очень подвержен болезни такой, как милдию. Ну, есть тоже мероприятия, которые, ну, я как бы нашел к нему ключик. С этой болезнью можно бороться. У него большущий жирный плюс, что это очень ранняя ягода, вкусная, гроздь довольно крупная. Ягодки, правда, не очень крупные, но тоже очень вкусная и ранняя ягода. Как бы в условиях Беларуси вполне нормальный сорт. Был у меня момент, что я хотел от него избавиться, ну, когда не мог справиться с болезнями, но потом более-менее как бы поднатаскался, и на сегодняшний момент я считаю, что тоже довольно неплохой сорт. Преображение для Беларуси не самый идеальный вариант. Скажем, в центральной и южной Беларуси он вполне нормально вызревает, у Пристенка где-нибудь нормально набирает кондиции. Ну, по вкусу он тоже простой, ягода красивая, розовая, не всегда, правда, окрашивается, не каждый год. Ну, тоже простой вкус, ягода нормальная, шикарная. Еще у меня есть такой сорт Элегант, он с функционально женским цветком. Ну, если растет возле кишмиша, проблем нет с опылением. Вообще он у меня растет от 342 через 2 куста. Рядом с ним альфа сидит, которая раньше всех цветет, и она по сути не может его опылять. И он через 2 куста по сути нормально опыляется, неплохо с опылением. Но у него нет горошения, кстати. Поэтому вот я сам побаивался функционально женских цветков, но, как правило, они очень даже неплохо опыляются, лучше, чем обоеполые типы цветка. Поэтому я тоже проблем с ним не вижу. Но он в моих условиях он созревает где-то по Минской области. Созревает где-то начало сентября. Ну, не каждый год. Он, кстати, по-разному себя ведет. Даже бывает, когда очень теплый год, он может созреть и даже к середине сентября. Не знаю, от чего это зависит. Он как бы тоже со своим характером, но довольно вкусная ягода, приятная, такой овальная, белая. Тоже по вкусу очень приятная. Как бы лучше садить все-таки, чтобы были разные сорта, там от ультраранних, там, ранние, средние, чтобы ягоду могли, например, в наших условиях получать от начала августа, там, конец августа, там, середина, конец августа, начало сентября, середина сентября, ну, чтобы постоянно были при ягоде. Вообще куча сортов, я вообще не вижу проблем выращивать любые сорта, которые нравятся вам по вкусу. Всегда надо сорт выбирать прежде всего по вкусу. Потом смотреть просто по комплексу каких-то там характеристик, как он себя ведет. Ну, в плане по растрескиванию, насколько он там подвержен растрескиванию, болезням и так далее. Смотрите, чтобы там по уровню болезни он был как бы не сильно болезненный, чтобы на среднем уровне был, довольно устойчивый. Любые сорта, которые вам нравятся по вкусу, просто выбирайте, садите. Я не вижу проблем с этим. Если вам не проблема, к примеру, взять моих соседей, они выращивают помидоры, у них помидоры просто шикарные получаются в теплице. Виноград они не умеют выращивать. И когда я задал вопрос, у них растет кишмиш, не знаю какой, они где-то что-то брали, он у них каждый год болеет, они его вертикально постоянно подвязывают, ему уже лет 5. Они видели там соцветия, потом его лупил оризиум, и в итоге они каждый год без урожая. Когда задаю вопрос, вообще вы его чем-нибудь обрабатываете? Нет, а зачем? Если вы обрабатываете свои помидоры чем-то, неужели так трудно взять и этим же самым обработать виноград?
И вот как бы на тот же вопрос они отвечают: ну, загнется и загнется. Ну, слушайте, ну при таком подходе тогда, ну не надо выращивать виноград. Если вы помидоры выращиваете и вас это как-то беспокоит, и вы можете его обработать, опрыскать, а виноград вам, ну, какое-то западло опрыскать, ну, значит, это не ваша культура, выращивайте помидоры. В наших условиях сотни сортов, которые шикарно дозревают, себя чувствуют хорошо. И я не вижу проблем. Поэтому, ну, вопрос, какие у нас неприхотливые, ну, они все, условно говоря, в чем-то прихотливые. Но если сравнивать с теми же помидорами, то они, скажем, даже, наверное, менее прихотливые, чем помидоры. Потому что помидоры в наших условиях гораздо сложнее вырастить, чем виноград. Но преимущество у него в том, что один раз посадить его грамотно, и все, вы его каждый год обрезаете одинаково, обрабатываете и получаете каждый год урожай. Вам не надо, как те же помидоры, садить. Как бы, ну, мне кажется, гораздо меньше все-таки по ним ухода. Просто подвязывай, обрезай, подвязывай и обрабатывай. Тем же самым, что те же там помидоры. Болезни у них похожи. Ну, вот у винограда самые такие ходовые болезни — это милдзю, аидиум. Милдзю — это на помидорах фитофтора, а идиум — это мучнистая роса, скажем, на крыжовнике. Поэтому болезни примерно одинаковые. Я, например, делаю баковую смесь от тех и от других болезней, обрабатываю сначала виноград и все, что осталось, на деревья, на кусты и так далее. И у меня, по сути, как бы ничего не болеет, у меня все чувствует вполне себе так шикарно, хорошо. Я как бы всегда с урожаем и винограда, и там крыжовника, и смородины, там, не знаю, груши и так далее. Всех, ну, большинство напрягает, например, укрытие винограда. Нет проблем, все хотят неукрывные. Ну, даже если вы берете какой-то, условно говоря, неукрывной сорт, первые 2 года его все равно надо укрывать. А чтобы взять его, пришпилить к земле и даже, ну, элементарно накрыть там лапником, шифером, я не знаю, что-нибудь, сделать домик какой-то, и его снегом накроет, по-моему, это небольшая проблема по укрытию винограда. Если вы хотите быть ягодой, это, я не знаю, ну, 5 минут работы, и все, он укрыт. Поэтому не бойтесь, сажайте, выращивайте. Как бы проблем в наших условиях с виноградом особо нет. Есть какие-то моменты, на которых следует обратить внимание, начиная там от укрытия, защита от заморозков. Ну и все-таки профилактические обработки в любом случае. Не надо ждать болезни, надо профилактически обрабатывать виноград. И будете всегда с ягодой. Но опять же, посынкование, там, прищипки и так далее. Ну, это все не проблема, это все можно научиться. Ну, надеюсь, больше ответил на, как бы, наболевшие вопросы. Если что непонятно, спрашивайте, пишите, звоните. Как бы, я с удовольствием отвечаю на все вопросы. Поэтому чем смогу, помогу, без проблем. Все, всем пока.